В уроке про жизненный цикл классовых компонентов мы говорили, что если в каком-то месте виртуального дерева произошли изменения и был вызван рендер соответствующего компонента, то это вызывает цепную реакцию рендеров для всех его дочерних компонентов. Если проект большой, с огромным количеством дочерних компонентов, то перерендер всех этих компонентов приведет к снижению производительности вашего приложения. Для решения этой задачи применяется в функциональных компонентах React-Memo, а в классовых компонентах Pure Component. Предлагаю рассмотреть на примере. Я подготовил небольшое приложение. Так оно выглядит. По нажатию на кнопку Change Color меняется цвет заголовка. Здесь у нас список платежей. Можно кликать. Payments — это список платежей. Компонент App отображает список платежей, а по нажатию на кнопку меняется цвет заголовка. Компонент List проходится по списку платежей с помощью метода map и отрисовывает компонент ListItem. В компоненте List имеется консоль log, в котором выводится надпись List Render при каждом рендере. В первом случае мы рассмотрим классовый компонент. Во втором случае функциональный компонент. В этих компонентах также имеется консоль log, благодаря которому мы будем следить за количеством рендеров. Эти компоненты отображают элемент списка с именем плательщика и количеством переведенных денежных средств. В таком коде есть потенциальная проблема. Отрисовка компонента всегда вызывается при отрисовке его родительского компонента. Убедиться в этом можно, запустив проект. Перейдем в браузер, нажмем F12 или просмотреть код. По нажатию на кнопку меняется цвет заголовка, а также происходит перерендер дочерних компонентов, при том, что props не изменились. Давайте еще раз посмотрим на компонент App. По нажатию на кнопку мы просто меняем цвет. И из Color мы никак не передаем в качестве props в компонент List. Компонент List только в качестве props применяет список payments, платежей. Но при изменении цвета все равно перерендеривается лист. Почему? Потому что мы знаем, да, что при изменении либо state, либо props компонент app будет перерендериваться, а следовательно и все дочерние компоненты. Но зачем нам нужно их перерисовывать, если ничего не поменялось в них? Чтобы этого не происходило, нужно использовать специальный тип компонентов, отрисовка которых происходит не при любом рендере их родителей, а только тогда, когда меняются их собственные пропсы. Такие компоненты называются чистыми. В классовом и функциональном подходе чистые компоненты создаются по-разному. Создание чистого классового компонента достигается наследование не от React Component, а от React Pure Component. React Pure Component очень похож на React Component, но есть небольшое отличие. React Component не реализует метод жизненного цикла should component update по умолчанию, а React Pure Component реализует его поверхностным сравнением пропсов и состояния. Перейдем в браузер и посмотрим, как теперь работает компонент ListItem. По клику на кнопку теперь не происходит перерендер дочерних элементов.
Для решения большинства задач, связанных с производительностью, подойдет React Pure Component. Для сложных сценариев, например, когда props сложный тип данных и требуется глубокое сравнение, рекомендую использовать метод жизненного цикла Shult Component Update внутри React Component. Чтобы сделать функциональный компонент чистым, достаточно обернуть его в специальную функцию React Memo. Теперь при клике на кнопку цвет меняется, а рендера компонента listItem функционального не происходит, так как props не изменились. Мы стали использовать ресурсы более разумно. И React Memo, и React Pure Component работают по схожему принципу. Они запоминают последние переданные пропсы и последний результат рендера своего дочернего компонента. При следующей попытке рендера, если пропсы не изменились, они просто возвращают закэшированный результат. Если же пропсы изменились, вызывается рендер, после чего сохраняется новый кэш и последние пропсы. Старайтесь всегда использовать чистые компоненты, кроме случаев, когда компоненты должны обновляться вместе со своими родителями. В идеальном мире нужно еще компонент list обернуть в React Memo, чтобы он тоже лишний раз не рендерился, если props не изменились. Проверим в браузере. Теперь все в порядке. React Memo и React Pure Component определяют изменения в пропсах по алгоритму поверхностного сравнения Shallow Equal. Предыдущее значение каждого пропса сравнивается с новым значением при помощи оператора тройного равенства. Поэтому нужно избегать ситуаций, когда значения пропсов со сложными типами создаются в момент передачи. Например, при каждом рендере значения этих пропсов по сути не меняются, но в действительности они создаются заново. Значит, фильтр чистого компонента просто не сработает. Это происходит потому, что в JavaScript сложные типы данных не эквивалентны друг другу. Другими словами,
когда мы сравниваем сложные структуры данных, даже если они полностью одинаковые, объекты или массивы, то результатом их будет false, потому что они занимают разные ячейки в памяти. Чистые компоненты, которым задаются пропсы таким образом, работать не будут. Надеюсь, теперь вам более понятно, как это все работает. И имея представление, что такое React Memo и React Pure Component, мы можем переходить к следующему уроку.